Друзья, добро пожаловать на канал Обнимаю Таня, и у нас третий урок базового курса по матрице судьбы. Здесь мы с вами разберем периоды, которые заложены в матрице, а также немножко познакомимся с энергией года. Что же такое периоды в октограмме? На картинке вы видите так называемое колесо жизни. Человек входит в жизнь в левой точке по линии Земли. Вспоминаем, что линия Земли – это горизонтальная линия в октограмме. Это левый угол личного квадрата, который как ромбик. Если смотреть по всем углам октограммы, у нас получаются периоды по 10 лет. Октограмма содержит в себе 80 лет жизненного пути. Если человек живет дольше 80 лет, то его жизнь как бы выходит на второй круг, и жизнь вращается по часовой стрелке. Также относительно периодов в октограмме мы с вами можем выделить личные и родовые задачи. По мнению автора метода Натальи Ладини, рождаясь, человек выполняет свои личные задачи, то есть в течение первых 10 лет жизни человек как бы работает над своей личной кармой. То есть это первый период, который начинается с точки рождения до примерно 10 лет. В этот период человек выполняет свои личные задачи. Далее, примерно с 10 до 20 лет человек выполняет родовые задачи, то есть он работает над кармой рода. Присмотритесь к картинке, и там, где вы видите возраст 10, это угол родового квадрата. И в этот период с 10 до 20 лет человек выполняет родовые задачи. Возраст здесь это просто примерно, потому что нету четких границ, что вот у вас день рождения, вам 10 лет, все, вы побежали исполнять родовые задачи. Или там вот у вас день рождения, вам 20 лет, и все, родовые закончились, начались личные. Это так не работает, все очень плавненько. И также плюс-минус примерно с 20 до 30 лет человек выполняет свои личные задачи, с 30 до 40 родовые, с 40 до 50 личные, 50-60 родовые, 60-70 личные и 70-80 родовые. Напоминаю, что если человек живет дольше 80 лет, его жизнь как бы выходит на второй круг. И вот так у нас получается такое своеобразное колесо жизни. Кстати, также считается, что если у рода тяжелая карма, то периоды родовых задач человек может проживать также нелегко. То есть родовые задачи, периоды с 10 до 20, с 30 до 40 и так далее. И если вы сами проанализируете свою жизнь примерно в этом возрасте, то, скорее всего, обнаружите, что действительно что-то в этот период могло проходить не очень легко. Также стоит отметить, что некоторые специалисты принципиально разделяют личные и родовые задачи, и даже ведутся некоторые споры по этому поводу, что же прорабатывать именно в первую очередь, то есть с какими энергиями в матрице нужно работать. И здесь, конечно же, есть разные мнения. Есть мнение, что первыми нужно прорабатывать задачи рода, так как это же человеческий фундамент, да, материальный. Мы же пришли сюда через кого-то, а другие считают, что работать в первую очередь необходимо с энергиями по личному квадрату. В октограмме матрицы на самом деле заложено очень многое, но это личная матрица судьбы конкретного человека. И, как видно по картинке, человек поэтапно проживает абсолютно все задачи, исходя из его возраста. Но если вы все же хотите как-то делить по квадратам, по задачам личным или задачам рода свою жизнь и прорабатывать эту историю, то все-таки начинать внутреннюю свою работу следует именно с личного квадрата и, в частности, с центральной энергии. Потому что, когда вы улучшаете себя, включаете свою осознанность, на тонком энергетическом уровне это работает так, что вы подтягиваете за собой всю свою родовую систему. То есть, говоря квадратами, если вы выполняете свои личные задачи и прорабатываете личный квадрат, родовой все равно за вами подтягивается. И так как мы с вами говорим о периодах в октограмме матрицы, здесь уместно сказать об энергии года. А я напоминаю, что энергии года – это маленькие циферки по внешнему кругу октограммы.
Человек проживает свою жизнь и хочет или не хочет, все равно так или иначе он проживает и прорабатывает свои определенные жизненные задачи. И делает он это не только десятилетиями. Каждый год проходит под флагом определенной конкретной энергии. Опираясь на значение энергии, то есть чисел, можно предположить, чего ждать человеку в его новом году жизни, в любой период. Энергия года – это очень ценный кусочек матрицы. И если знать, как этой системой пользоваться, можно еще точнее детализировать свои жизненные задачи и понять, с чем они связаны конкретно у вас. Не в целом по значениям арканов, а в жизни отдельного конкретного человека. Здесь мы с вами лишь знакомимся с энергией года, а подробно об этом я рассказала в курсе «Методика комплексной работы с матрицей судьбы и картой здоровья». Что же такое проработка жизненных задач? Это значит, что нужно обратить внимание на влияющую энергию, осознать ее, то есть понять, про что она, и следовать этой задаче, но уже контролируя ее, когда не задача контролирует человека, а он контролирует свою задачу. Например, по году у человека стоит 7-я энергия. Это та, которая маленькая по внешнему кругу. Предположим, у человека стоит 7-я энергия. И мы понимаем, что 7 – это что такое? Это постановка цели и стремление к ней. Это одна из характеристик. Соответственно, это активное участие в собственной жизни, а, например, не пассивное, когда все в жизни идет на самотек и тому подобное. И осознавая происходящее, когда человек уже знает, что у меня по году стоит 7-я энергия, это что-то значит, да, есть определенные свойства у 7-ки. И если следовать позитивным характеристикам 7-й энергии, соответственно, и жизнь будет улучшаться. И человек, получается, уже сам управляет своей жизнью. Он ее контролирует. А непосредственно со значениями каждой энергии мы с вами разберемся позже. Друзья, я вновь напоминаю, что получить данный курс в полном объеме вы можете в закрытом телеграм-канале. А в следующем уроке мы с вами познакомимся с энергиями и с их значениями.